Если вдруг по какой-то причине вы никогда не пользовались светофильтрами, то на самом деле очень зря. В этом видео я расскажу о разных типах фильтров, которые используются в фотографии. Два из них я использую постоянно уже много лет. Один попробовал совсем недавно, и мне понравилось. А еще один никогда не использовал. У меня его даже нет. Но, возможно, все-таки стоит начать. Привет! Большую часть фильтров, которые я покажу в этом видео, мне прислала компания Freewell. Но это не реклама, они даже не просили меня делать это видео. Просто предложили попробовать, а если есть что сказать, то сказать. Поляризационный фильтр или полярик. Это первый фильтр, который я бы рекомендовал купить каждому, как я когда-то и сделал. Основное его предназначение – убирать отражение. Свет отражается от облаков, неба, воды, стекол. Очень часто его используют, например, при съемке автомобилей. Помимо работы с отражениями, он делает изображение контрастнее, а цвета чище. И именно этим он мне и нравится. Но надо учитывать, что при этом он делает изображение темнее примерно на 1,5 ступени. Поляризация на всех фильтрах такого типа настраивается при помощи переднего кольца. Оно крутится. Когда крутим, то увеличиваем или уменьшаем степень поляризации. Иногда все-таки не нужно убирать отражение совсем. Такие фильтры называют круговыми поляризационными фильтрами. И многие ошибочно думают, что это потому, что он крутится. На самом деле нет. Для такого названия там есть очень сложное физическое объяснение, которое мне совсем не интересно. Просто надо запомнить, что надо покупать фильтры с маркировкой CPL, либо PL-CIR. ND-фильтр или нейтральный фильтр. Слово «нейтральный» означает, что он никак не влияет на качество изображения или цвет. Его единственная функция – затемнить изображение полностью. Насколько сильно он будет это делать, зависит от его маркировки. Пишется она либо просто цифрами и обозначает, во сколько раз меньше света попадет в камеру. Например, мой старый ND-шник ND8, значит в 8 раз меньше света. Либо в фотографических ступенях. Хотя казалось бы, что в фотографии много света не бывает, есть случаи, когда все-таки он нужен. Поскольку изображение становится темнее, вы можете использовать его для увеличения выдержки. Самое классическое использование – это, конечно, размытие воды. Второй вариант, где он может пригодиться, это когда света много, а очень хочется сделать снимок на полностью открытой диафрагме. Можно, конечно, максимально укоротить выдержку, но иногда даже этого не хватает. Ну и, конечно, ND-фильтры очень популярны в видеосъемке. Точнее, без них там практически не обойтись. Видео очень часто снимают с очень большой выдержкой, например, 1/50. И если при этом используется светосильный объектив, то даже на ISO 100 все будет полностью пересвечено. Нейтральные фильтры бывают постоянные, как я показал, и переменные. Пользоваться постоянным на самом деле не очень удобно. Слишком мало гибкости. У переменных фильтров две стеклянные поверхности, и вращая одну из них, мы меняем степень затемнения. Дешевые переменные ND-фильтры могут создавать дефекты, такие как градиенты, либо неравномерная яркость. А еще есть самая мерзкая проблема с ними – это когда посередине стекла появляется крест. К сожалению или к счастью, фильтр – это точно не то, на чем можно экономить. Потому что если поставить на свой отличный резкий объектив дешевый фильтр из пластика или просто плохого стекла, то как бы теряется весь смысл от твоего отличного резкого объектива. То же самое, что снимать через грязное стекло автобусной остановки. Freewell мне прислали именно переменный ND-фильтр, причем магнитный. То есть его не надо накручивать на объектив. Он примагничивается к кольцу, которое надо заранее прикрутить к объективу. Это гораздо быстрее и удобнее. Можно это кольцо вообще не снимать, в комплекте есть магнитная крышка. А еще можно докупить такие кольца на разные диаметры и поставить их на все свои объективы. И потом просто переставлять фильтр. Сам фильтр диаметра 82 мм. А магнитные кольца у них есть на любой диаметр. По сути, это будут те же самые повышающие кольца. Стоит он, если не ошибаюсь, около $150. Но тут не просто ND-фильтр, он совмещен с поляриком. То есть сначала можно настроить полярик, потом закрепить его при помощи болтов и настроить степень ND. Но болты капец какие неудобные. Маленькие и короткие. Постоянно выкручиваю их слишком сильно и боюсь потерять. Кто-то из обзорщиков даже писал, что он вообще выбросил эти болты и пользуется без них. В принципе, тоже вариант. Каких-то искажений цвета или тех самых крестов я на этом фильтре не заметил. Так что по своему основному функционалу у меня к нему претензий нет. Если интересно, ссылки оставлю в описании.
Второй фильтр, который мне прислали попробовать, уже относится к категории эффектов. Я думаю, многие слышали про Black Mist фильтр. К сожалению, это не он. Мне прислали Snow Mist. Различие между ними заключается в цвете микроскопических частиц, встроенных в стекло. И из-за этого они по-разному рассеивают свет. И в конечном итоге получается разное изображение. В Black Mist используются черные частицы. И основное его воздействие направлено на светлые участки, где он создает эффект свечения вокруг источников света. При этом сохраняется контраст и детали в тенях, кинематографично и атмосферно. Фильтры Snow Mist или White Mist используют белые частицы для рассеивания света. Это приводит к смягчению всего изображения. Рассеивание от фильтра Snow Mist более равномерное и приводит к снижению общей контрастности. Это может создать винтажное ощущение, ореолы вокруг источников света и общее смягчение деталей. Лично мне такой эффект понравился. Но это дело вкуса, и, в принципе, такого можно добиться в Lightroom. Его тоже можно примагнитить прямо поверх полярика и НДшника. Хотя я и не вижу в этом какого-то смысла. Увеличить контраст поляриком, а потом уменьшить его мистом. Но можно снять НД и полярик и прикрутить этот фильтр на резьбу переходного кольца. Что я, собственно, и делаю. С такими фильтрами тоже лучше не экономить. У меня есть супер дешевый смягчающий, и это, конечно, очень грустно. Просто как будто объектив запотел. Фривеловский, кстати, стоит около 50. Ну и, наконец, тип фильтров, которым я никогда не пользовался, и у меня их даже нет. Хотя они очень популярны. Ультрафиолетовый фильтр UV. По сути, это прозрачное стекло, блокирующее ультрафиолетовые лучи. Во времена пленочной фотографии это было важно, так как ультрафиолет мог придать снимкам синеватый оттенок. В современных камерах такие фильтры уже по умолчанию встроены перед матрицей. Поэтому сейчас их используют только как защитный фильтр. Гораздо дешевле разбить такой фильтр, чем переднюю линзу объектива. У меня, к счастью, таких случаев не было. Но я в целом снимаю довольно спокойные сюжеты. А вообще, я думаю, стоит озаботиться покупкой такого. Я, может быть, и не делал бы обзор на эти фильтры. Но я большой поклонник, когда бренды заморачиваются над мелочами. Когда хорошая упаковка, когда у фильтра есть чехол, а не пластиковая коробка. У Фривелла все сделано очень приятно. С собой таскать такую сумку, конечно, проблематично. Слишком уж много места она занимает. Но фильтры можно закрыть с обеих сторон магнитными крышками. А еще они в коробку положили наклейки. А это вообще добавляет плюс 100 к качеству. Сами знаете. Если вам понравилось это видео и оно было полезно, поставьте лайк, чтобы его увидели и другие. Поддержать канал можно на моем сайте. Ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео. Пока.